За последние пару недель семья Ермиловых была охвачена приятным предвкушением скорого отпуска. На этот раз они решили отправиться в Турцию, место, о котором Ульяна давно мечтала, но никогда не настаивала на том, потому что выходит за рамки их финансовых возможностей. Игорь, чей бизнес обеспечивал стабильный доход, достаточный для поддержания их дома и воспитания двух детей, начал откладывать деньги с каждой сделки, чтобы устроить супруге сюрприз. Когда он объявил о поездке, Ульяна была неописуемо счастлива и в знак благодарности устроила праздничный ужин, включая редко печёный ею торт, птичье молоко. Дети уже успели похвастаться своими планами перед одноклассниками, а Ульяна поделилась новостями с друзьями, энергично собирая чемоданы и примеряя наряды для поездки. Игорь, измученный после недели тяжелой работы и нуждаясь в отдыхе, получил предложение от друзей провести время в баре, ведь они давно не встречались всем вместе. Связанные годами дружбы, начавшейся еще в студенческие годы, друзья всегда находили поводы для воспоминаний, смеха и ностальгии. Во время встречи разговор перешел на тему путешествий. Тимур, узнав о планах Игоря в Турцию, поделился своими впечатлениями о поездке в Италию, назвав ее словно вторым медовым месяцем. Андрей вспомнил о школьной подруге Светлане, что вызвало неловкость у Тимура, однако последний отметил, что его тогда привлекли именно ее прически с двумя хвостиками. Обстановка накалилась, но Игорь предложил разрядить обстановку, предложив играть в карты на выполнение желаний. Друзья с энтузиазмом приняли идею. Они записали свои желания на бумажках, которые потом сложили в вазочку. Первые раунды вызвали много смеха и шуток, пока не пришла очередь Игоря выполнять желание. Его друзья, стремясь поддержать его и одновременно проверить, предложили абсурдную идею — назначить бездомного временным руководителем его бизнеса на время отпуска. Игорь колебался, осознавая риски, но уверенность друзей и их обещание следить за ситуацией убедили его. После оплаты счета в баре компания отправилась на поиски подходящего кандидата. Прохаживаясь по ночному городу, они шутили и подшучивали друг над другом, когда наткнулись на бездомного, копающегося возле мусорных баков. Игорь, испытывая некоторое волнение и неловкость, предложил ему участие в эксперименте, которое звучало больше как шутка, чем как серьезное предложение. Бездомный, одетый в потертую куртку и широкие спортивные штаны, сначала встретил предложение с подозрением и раздражением, привыкший к насмешкам. Однако, услышав обещание оплаты, равной его недельному прибылю, он с сомнением, но согласился на авантюру, пожав Игорю грязную руку в знак согласия. После того, как Игорь договорился с Нестором Викторовичем о встрече на следующий день, он рассказал о своем плане друзьям. В знак поддержки они купили ужин из магазина готовой еды в качестве аванса для Нестора. Утром, когда его жена ушла на работу, Игорь уведомил свою секретаршу Раису, что проведет первую половину дня вне офиса, оставаясь на связи по мобильному телефону. В назначенное время Игорь подъехал к месту встречи, где его уже ждал Нестор Викторович. Приветствуя друг друга, Игорь предложил начать их день с посещения сауны и завтрака, упомянув, что принес подходящие костюмы для Нестора. Во время поездки Нестор внимательно слушал Игоря, рассказывавшего о своем бизнесе, предстоящих задачах и обязанностях. Пройдя процедуру преображения, включая посещение кафе и парикмахерской, Нестор превратился в солидного господина. Несмотря на то, что пиджак висел на нем немного свободно из-за худощавой фигуры, изменения были впечатляющими. В офисе реакция коллег на нового заместителя была разнообразной. Их ожидания о расслабленной рабочей атмосфере в отсутствие шефа развеялись, предстояло привыкать к новому руководителю. Нестор Викторович, несмотря на недоумение сотрудников, представился с достоинством и короче рассказал о себе, оставив место для домыслов и спекуляций. Игорь, уверенный в своем выборе, оставил офис в руках Нестора и команды, указав обращаться через секретаршу Раису при необходимости, и позволил Нестору приступить к своему первому рабочему дню.
По возвращении из отпуска Игорь столкнулся с сюрпризами, начиная с первых сообщений от офисного менеджера, которые выявили неожиданно высокие управленческие способности Нестора. В офисе его встретили изменения, ощущаемые как в персонале, так и в общей атмосфере. Новая секретарь, Клара Геннадьевна, намекнула, что за всеми изменениями стоит Нестор Викторович. Встретившись с Игорем, Нестор не только продемонстрировал свои управленческие таланты, но и показал результаты своей работы, улучшенную дисциплину, повышенную продуктивность и уход нелояльных сотрудников. Его прошлый опыт в военных структурах объяснил строгий порядок и эффективность, достигнутые под его руководством. Восхищенный неожиданными талантами Нестора и его влиянием на команду, Игорь предложил ему постоянную должность заместителя. Это предложение стало для Нестора шансом начать новую жизнь, далекую от прошлого бездомного существования, и постепенно восстановить свое положение в обществе. Эта история превратилась не только в успешный эксперимент Игоря, но и в доказательство того, что неожиданные решения и вера в людей могут привести к важным и положительным изменениям. Нестор, благодарный за полученный шанс, оставался предан своим обязанностям, не забывая о доброте, оказанной ему, и стремясь помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, подобной его собственному прошлому.